одну. Нет. Доброе утро! Мы находимся в Сантьяго-де-Чили, столица Чили, самой длинной страны в мире. Сейчас вот находимся где-то в центре, здесь свадьба приехала, поют песни, что-то продают, очень шумно, колоритно вообще. Сейчас взяли сим-карту, дали бесплатно, но на ней нет денег. Вот официальный салон Клара, и вот здесь в ларечке выдают сим-карты. Красиво, но везде что-то продают. Такой рынок. Сегодня воскресенье, большинство магазинов закрыты, но все равно кто-то работает. Мы сейчас идем, попробуем оплатить сим-карту, либо купить новую еще одну, предоплаченную уже, и другие делишки бытовые поделаем. Национальная библиотека. Вообще не выглядят места безопасными, поэтому вот Азиз смотрит, пока я снимаю с телефона. Проходим мимо парка, там вот вдали стоят палатки, в которых люди живут, поэтому проходим мимо. Алоэ растет. Вот, а здесь что-то более богатый район виднеется. Погоду с утра писали плюс 16, а днем поднимется до плюс 24, поэтому мы вышли в куртках. И очень многие люди просто в футболках, немножко неловко так себя чувствуют, но пока не скажу, что жарко, пока нормально. Тут вот следы от аварии. В целом, конечно, здания красивые. Яркая станция метро. В Чили года 3 назад были жесткие протесты, и сейчас периодически тоже люди протестуют. И говорят, что эти граффити остались еще с тех пор, и сейчас подрисовывают, но вообще выглядит все прям не очень хорошо. Даже пальмам досталось, на них тоже что-то понаписали. Ну, первые этажи, вот мы сколько идем, все пока выглядят вот так. Решили возвращаться, откуда пришли, потому что чем дальше заходим, тем меньше людей. И как-то все выглядит, и внутреннее чувство говорит, что сегодня лучше не гулять. Все-таки просто сделаем свои дела. Нужно купить толстовку мне, сим-карту купить, и некоторые продукты, воду, и пойдем домой. Есть и более чистые улицы, очень прилично. Ничего не испачкали, не завандалили почти. Вот и торговый центр, куда мы шли. Так и не подумаешь, что это торговый центр, как будто просто обычный магазинчик на первом этаже. А вот другой вход в этот магазин, в этот торговый центр. Все сошлось. Пошли за толстовкой. Попали на какую-то религиозную проповедь. Люди слушают. Базарчик ожил. Людей стало намного больше. Мы вот тоже купили, что хотели. Идем домой. Что вообще, все, что хочешь, мне кажется, тут продают. Ну, в основном одежду всякую. Первые полицейские, которых мы увидели. Не знаю, это их собаки. Проходим мимо полицейского участка. И вот какие у них машины укрепленные. Так прошел наш второй день в Сантьяго. Мы прилетели вчера рано утром. Все-таки еще немножко есть джетлаг, поэтому будем немножко отдыхать, восстанавливаться и уже потом нормально смотреть, знакомиться с городом.
посмотрим сейчас, какие здесь цены. Сколько обойдется нам продуктовая корзина примерно на неделю. Поездка на такси, мы проехали 2 километра, обошлась в $4, что не совсем бюджетно, конечно, но здесь дорогой бензин, поэтому возможно. Вот здесь предлагают акцию пицца и пиво 8,990 местных денег. Курс на сегодня $1 850 песо, то есть где-то за $10,5 пиво и пицца по акции. Техника здесь стоит дешевле, чем, например, в Бразилии, в Аргентине. И также здесь распространен такой формат магазинов, что продается вообще все как маркетплейс, только офлайн. Техника, одежда, вообще все, что хочешь вперемешку. Косметика, постельное белье. Сейчас мы ходим по фастфудам, по фудкорту, смотрим, что здесь есть. Тут, конечно, цены уже подешевле, более привычные. В основном бургеры и пицца. Заказали еду в KFC, и здесь нет табло, которое показывало бы номер заказа, поэтому будем ориентироваться на слух. Мы прослушали в переводчике, как будет звучать наш номер заказа, вроде выучили, и спросили имя заказчика и имя Азиз, они записали как Хесус, созвучно. Мы взяли вот такой бокс небольшой, дали кучу соусов к этому и 2 напитка. И действительно кричали «Хесус, Хесус, забери свой KFC». Тут на фудкорте есть еще возможность помыть руки с полотенцем или просто антисептик. На одежду цены такие же. Ничего специфически дорогого нет. Мы наконец дошли до продуктов. Пойдем закупаться едой. Томаты 2050. Картофель 2790. Так, здесь цитрусовые. Нам нужны лимоны 1990. Картофель на развес. Это за килограмм. Печеньки, сладости. Порошок стиральный. Вот этот вроде неплохой. Хотя мы точно не поняли, порошок это или нет. Ну вот это точно порошок. Сладости. Вот 4 кусочка торта в одном. Вот это да. Здесь вот в разрезе все тортики, чтобы знать, с чем покупаешь. Хлебушки. В Чили хорошее вино тоже говорят. Вот зашли в винный отдел. 1350 это получается $3 с небольшим. $4. 4 в пакетах. Есть еще маленькие бутылочки на пробу. На самом деле мы как-то пробовали чилийское вино, и нам оно не понравилось от слова совсем, поэтому опасно. А вот это аргентинское вино Портило. Здесь стоит в 2 раза дороже, чем мы брали. Мальбек. Винишко по акции. Итак, у нас получилось 3 шоппера на $110. Дороговато, но мы купили еще фильтр для воды, он стоил 30. И порошок, и средства для посуды. Но все равно дорого как-то. Pero también es cierto que todo pasa. Tormenta, con éxito de ventas, nueva función, jueves 2 de junio, Casino Viña del Mar. Ven aquí, segundo concierto. 12 de marzo. Мы протестировали фильтр, который купили вчера в магазине за $30, и оказывается, нет, он не спасает ситуацию.
Вода все еще грязная. В Чили очень плохая вода, ну, по крайней мере, здесь, где мы живем, в Сантьяго. Она не подходит даже для чая, то есть она прям вообще... И фильтр тоже не помогает. Даже после фильтра она все еще грязная и неприятная. У нас было в планах носить домой воду только для питья покупать, а для приготовления еды, для чая использовать вот эту фильтрованную воду, но план провалился. $30 были потрачены зря. Все равно придется носить воду или попробовать как-то ее заказывать большими бутылями. Посмотрим. По видео может показаться, что мы едим только фастфуд, всякую ерунду, но дома стараемся питаться как можно более здоровой пищей. Небольшой парчок. Когда купила толстовку без примерки и на 1 размер больше. Зато очень удобно. Гуляем по красочным улицам Сантьяго. То, что со забором, в принципе, все хорошо выглядит. Забор в этом городе прям спасение для зданий. Свежая краска, чистое здание. Тут, видимо, боролись с надписями. Местами видна краска. Базилика. Здесь он отремонтированный. Фасад отремонтировали, а вот что дальше уже все такое полуразрушенное, обваливается. Впереди какие-то люди, толпа, похожа на школьников. Но что-то они периодически кричат. Непонятно, что они там делают. И мы вот не можем решить, идти туда или нет. Потому что тут вот полиция тоже стоит, туда посматривает в ту сторону. Но пока стоит. Кстати, такие байки у них классные. BMW. Один все-таки подошел, спросил у полицейского, безопасно ли идти в ту сторону. Он сказал, что это протест и что лучше обойти. Вот. Но там были, очевидно, школьники. Не знаю, что они там протестуют. Как-то у них тут прям, видимо, со школы это складывается, что нужно идти и протестовать. Бизнес-здание. Тут почище район, конечно. Поприятнее. Ярмарка, пончо, сумки для маты, свитера из шерсти альпаки, 14 000 песо. Есть еще носочки, сувениры. Дальше уже просто рынок, прям на полу, на дороге. Нелегко быть богатой страной среди бедных соседей. Сюда приезжают мигранты, пытаются зарабатывать как могут. Вот, в том числе с помощью таких стихийных рынков прямо в центре города, в историческом.
уже зашли домой, но я вам скажу, немного тревожно себя чувствуешь, когда у тебя возле дома стоит такая техника для разгона демонстраций. Уже такая видавшая виды, помятая. Неужели это из-за этих школьников уже так готовятся разгонять митинги? Или что-то еще происходит в городе, надо новости почитать. Что с водой? Воду, если пропустить раза 3, можно даже больше через фильтр, и потом еще отстаивать ночь хотя бы, то тогда можно ее использовать для кипячения. Вот, например, для кофе. Тогда можно пить. Если этого не сделать, то вода густоватая и немножко жирная, там пятна на ней плавают, а так нормально. Салоны красоты прямо на улице. На том же базарчике, которых здесь много. Вот так возле стен стоят девушки. У них в руках рекламки, и они приглашают клиентов. Вот так это выглядит. Сейчас мы зашли в парк. Здесь просто деревья, дорожки. И на входе нас попросили оставить свои данные, фамилию, время, когда мы сюда зашли. Вот, следят за порядком. Не знаю, зачем это нужно. Вроде обычный парк на вид. Скамейки, деревья, трава. Такой крутой спуск вниз. И даже нет ограждения. Собственно, вот и парк закончился. Оказывается, это японский сад. Вот такая штука здесь есть. И такой пруд когда-то был. Оказывается, здесь можно подняться наверх. И там тоже будет дальше какой-то сад. Я впервые вижу, как цветет алоэ. Неплохой вид на город из этого парка открывается. Нашли еще лестницу вверх. Интересные ступени. Я предполагаю, что они старинные. Как ошибочны были мои суждения по поводу этого парка. Как иногда важно менять точку зрения, угол зрения точнее. Так, иногда смотришь вперед, как будто ничего нет, а посмотришь вверх, а там еще очень даже много всего. Ух ты! Опасные ступени. Какая красота! Вот с той стороны получается Тихий океан. Ну, его отсюда не видно. А здесь Анды. Невероятно, вообще очень красиво. Если есть маленькая монета, можно посмотреть подальше. Старенькая пушка. Хуан Мануэль.
здесь даже березы растут вообще. На выходе из парка не спросили, во сколько мы зашли, зачем нас записывали на входе, непонятно. Ну, возможно, ведут какую-то статистику или еще какие-то нужды своих. Мы идем дальше. Здесь что-то продают, видимо, как блошиный рынок. Этот забор принял удар на себя, сохранив дворец. Более-менее чистые здания, только свежепокрашенные или там, где есть забор. А так прям вообще так все завандалено. Есть, конечно, и стрит-арт, какие-то лозунги, но вот большинство просто исписано непонятно чем. На мой взгляд, это вандализм. Воды очень мало, сейчас осень, дождей нет. Вот так потихоньку климат меняется. На таких более тихих улицах, конечно, почище, нет такого количества граффити. Видимо, там, где более-менее большие дороги, где твои надписи может прочитать больше всего людей, там всегда будут надписи. После прогулки зашли в такое местечко интересное. Во дворе. Красиво. Счет вышел $22. Мы выпили бокал пива, стакан сидра, бокал сидра, картофель фри и бургер. Вот. Вполне себе вкусно, очень приятное место. Сейчас мне мужчина что-то кричал из-за того, что я снимала машину с разбитым стеклом. Но мы не поняли, что. Но он кричал что-то «Бонита». Даже если он ругался, то все равно даже это звучит приятно на испанском. Вот, пожалуйста, дом с видом на реку. Так прошла наша первая неделя в Сантьяго. Я как раз вот заканчиваю монтировать наше первое впечатление. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.